Каланхоя блосфельдиана и Каланхоя каландива. Этим растениям действительно есть чем похвастаться. В домашних условиях эти каланхоя могут цвести в любое время года. Даже зимой, когда большинство комнатных растений отдыхает, этот вид каланхоя и его сорта зацветают естественным образом. Эти растения не требовательны к частым поливам. Каланхоя, как и все листовые суккуленты, сохраняют влагу в толстых листьях. Из-за особенностей строения листьев растение прекрасно себя чувствует в сухом воздухе наших жилых помещений. Листья покрыты восковым слоем и имеют относительно небольшое количество дыхательных устьиц. Каланхоя блосфельдиана и Каланхоя каландива можно легко и быстро размножить. Удивительно пышное цветение продолжается в течение нескольких месяцев. Вот этот Каланхоя сорта каландива цветет у меня уже 5 месяцев без перерыва. Вот так оно выглядело в начале цветения. Его цветки состоят из множества лепестков и напоминают маленькие розы. У Каланхоя блосфельдиана, как вы заметили, у цветка всего 4 лепестка. Цветение Каланхоя каландивы подходит к концу. Скоро я буду его обрезать и размножать. Это я покажу в следующих видео. Поэтому прямо сейчас подпишитесь на мой канал, чтобы увидеть эти видео. У этого каланхоя розовые цветки. Но вообще окраска цветков у этого сорта каланхоя очень разнообразна. Кроме белого цвета, существуют все оттенки розового, красного, оранжевого и желтого. Сорта и сам вид Каланхоя блосфельдиана, его еще называют Каланхоя блосфельда, хорошо растут в маленьких горшочках. Они занимают совсем немного пространства на подоконниках. Темно-зеленые и сочные листья также привлекательны, как и цветы. Каланхоя блосфельда и его сорта, такие как каландива, грандива, розалина, это одни из самых популярных цветущих растений в мире. Именно эти растения мы видим на прилавках супермаркетов накануне новогодних праздников. Стоит особо отметить еще одно достоинство этих каланхоя. Вы можете добиться начала их цветения к конкретной дате, к празднику или дню рождения. Итак, я соблазнил вас, и вы принесли домой цветущий сорт каланхоя. Как ухаживать за каланхоей после покупки? Каланхоя блосфельдиана и его сорта чаще всего приезжают к нам из Голландии. Производитель хорошо увлажняет грунт в горшках и упаковывает каланхоя в пластиковые пакеты, чтобы растение не засохло. В пути растение находится в прохладных и влажных условиях в течение нескольких дней. Такие условия транспортировки могут вызвать грибные заболевания. Поэтому еще в магазине вам необходимо осмотреть основание стебля и листья. Не должно быть темных пятен и плесени. После того, как вы принесли каланхоя домой, сразу снимите с растения пластиковый пакет. После этого поставьте каланхоя в хорошо проветриваемое место на яркий рассеянный свет, а через 2-3 дня на самый солнечный подоконник. Чем больше будет каланхоя получать солнца, тем ярче и дольше будет цвести это растение. Срежьте все больные участки листьев, если они есть. Листья не должны касаться верхнего слоя грунта, иначе листья начнут загнивать. Уберите лишнюю часть грунта, если это необходимо. Ну вот, теперь у моего каланхоя нижние листья не касаются грунта. Удаляйте цветки сразу же после того, как они начнут увядать. Так вы стимулируете растение на образование новых цветков. Цветонос без цветков самостоятельно и быстро усыхает. Его можно удалить.
Сразу после покупки пересадка и обрезка каланхоя не требуется. Я пересаживаю и обрезаю каланхоя только после цветения. Производитель добавил в грунт удобрения. Этого количества достаточно, чтобы растение хорошо себя чувствовало в течение нескольких месяцев. Если каланхоя цветет, значит ему всего хватает. Обычно я начинаю подкармливать цветы через 3 месяца после покупки. Обязательно осмотрите каланхоя на наличие вредителей. Каланхоя, которые отличаются цветом своих цветков, можно ставить рядом друг с другом. Цвет цветков от этого не изменится. Как правило, каланхои, которые мы покупаем в магазинах, растут в пластиковых горшочках, у которых тонкие стенки. Корни каланхоя очень чувствительны к перепаду температуры окружающего воздуха. Лучше всего каланхоя растет в глиняном горшке с дренажными отверстиями. Но так как каланхоя мы не будем пересаживать после покупки, то мы поместим его в глиняное кашпо. Не забудьте поместить на дно кашпо несколько камней, чтобы вода не застаивалась на дне пластикового горшка. Поливать каланхоя нужно только тогда, когда верхний слой грунта становится сухим на ощупь. После полива обязательно освободите кашпо от воды. Правильный полив имеет решающее значение для здоровья и жизни каланхоя. Подробнее о поливе, цветении, размножении и многом другом смотрите в моих следующих видео. С вами был Михаил Иванов. До новых встреч!